Привет! Периодически поступают вопросы, как я делаю вот такие шаблоны для изготовления пазов. Также вопросы, как я размечаю это все, как размещаю фрезер относительно заготовки, чтобы вырезать паз. Все это в комментариях как-то сложно описать, и очень много и долго надо писать, поэтому вот решил снять сейчас видео, попробую, по крайней мере, снять такое подробное видео, как я делаю пазы и, в частности, шаблоны для этого. То есть потом мне даже будет проще, если кто-то будет спрашивать, просто ссылочку отправлю на это видео, чтобы человек посмотрел и больше не задавал вопросов. Так, ну все, сейчас перехожу к самому изготовлению шаблона и буду рассказывать. Пазы, естественно, я делаю с помощью ручного фрезера, с помощью погружной фрезы. Размеры фрезы зависят от того, насколько глубокий и широкий паз нужен. Чтобы сделать паз с помощью такой фрезы, необходимо копировальное кольцо на фрезер. И вот такая заготовочка, которую можно вырезать из любого листового материала, типа фанеры или МДФ. Так как у меня вот полно таких остатков от склейки щитов, я обычно шаблоны делаю вот из этих остатков, деревянных остатков. Тут главное условие, чтобы толщина вот этой пластины была больше, чем вот эта выступающая часть в копировальном кольце. То есть у меня она, по-моему, 1 сантиметр, 8 миллиметров. Ну, соответственно, я толщину пластины обычно делаю сантиметр, 12 миллиметров. Здесь 12 миллиметров. Ну и внешние габариты. Желательно, чтобы пластина была шире, чем, естественно, сам паз. Так, сейчас я начинаю делать разметку. Наверное, сделаю разметку и уже после этого покажу, что это все обозначает. Первым делом черчу 2 центральные линии. Соответственно, я получил везде центра. И сейчас относительно этих центральных линий буду размечать внешние габариты шаблона, именно отверстия для паза. Отверстие в шаблоне и отверстие паза не будет совпадать по размерам, по причине того, что по внешним размерам шаблона, отверстия в шаблоне, будет ходить копировальное кольцо. А фреза у нас, естественно, меньше, чем копировальное кольцо. Поэтому мы должны вычислить расстояние от внешней стороны копировального кольца до внешней стороны фрезы.
Диаметр копировального кольца у меня 30 мм, фреза 16 мм. Соответственно, 30 минус 16 получаем 14 мм. То есть с обеих сторон, от внешней стороны копировального кольца до внешней стороны фрезы, по 7 мм. И относительно этих размеров я, то есть, буду прибавлять 7 мм к тому размеру, который мне нужен. С одной стороны 7 мм и с другой 7 мм. То есть, если у меня шаблон, не шаблон, а паз будет 30 миллиметров, то я к этому размеру 30 миллиметров прибавляю те самые 14 миллиметров. И, соответственно, отверстие в шаблоне будет 44 миллиметра. И также длина паза. Если паз длиной у меня 85 миллиметров, к 85 я прибавляю 14 миллиметров, получаю 99 миллиметров. Ну, это мы получили два размера отверстия в шаблоне. Итак, я вот получил отверстие, которое надо вырезать. Вырезать отверстие я буду с помощью погружной пилы. Позиционирую шину по той разметке, которую я сделал. Единственное, здесь необходимо быть внимательно. Вот обратите внимание на то, что шину я располагаю с внешней стороны нашей разметки. Если разместить наоборот, то размеры отверстия увеличатся на толщину пильного диска. Думаю, этот момент понятен. При погружении пилы надо быть очень осторожным, потому что может получиться обратный удар и пилу выкинуть из заготовки, поэтому старайтесь держать это все крепко. Ну вот и получили шаблон. Сейчас я еще хочу сделать с нижней стороны упоры, чтобы постоянно в разных частях заготовки не
не тратить время на размещение шаблона, а по упору упер его к внешним краям заготовки и фрезером работаешь. Что еще хочу сказать? Такую операцию можно сделать, если нет погружной пилы, с помощью пильного станка. То есть поднимая пильный диск на станке, ну, снизу, понимаете, он будет также выходить, вырежет. Ну, единственное, там надо будет повозиться с тем, что размещать упор точно, где должен выйти пильный диск. И также это очень удобно, мне кажется, так. На самом деле я ни разу не делал, потому что у меня нет торцевой пилы. Очень удобно с торцевой пилой это сделать. Разметил, ну и выпилил необходимое отверстие. Чтобы спозиционировать шаблон, я размещаю контуры паза, который будет в этой стоевой, и размечаю центральные оси этого паза. Для чего центральные оси? Как помните, да, изначально я в шаблоне также начертил центральные оси. И сейчас просто-напросто эти центральные оси на шаблоне и центральные оси на стоевой я совмещу. То есть должно совпадать в 4 точках. Раз, два, три, 4. Сейчас, чтобы каждый раз так подробно не размечать паз, я по внешним сторонам от заготовки к шаблону прикручу упоры, приклею упоры, с помощью которых я буду просто переставлять в нужное мне место и фрезеровать паз. Вот в итоге получается вот такой паз. Сейчас шаблон наберу. Кстати, видите, да, что из-за копировального кольца, вот сейчас наглядно видно, из-за копировального кольца размеры отверстия в шаблоне и размеры паза отличаются как раз вот на эти 7 миллиметров с каждой стороны. То есть вот это надо учитывать. Ну и сейчас мне останется только стамеской заострить вот эти углы. Можно вставлять шип в него. Ну а шаблон вот такой получается с нижней стороны. Это вот приклеил 2 брусочка для того, чтобы было быстрее и проще позиционировать шаблон относительно заготовки. Вставил с одной стороны струбцины, прижал, чтобы он случайно не сдвинулся, и работаем. Спасибо, что смотрите мои видео. Надеюсь,
именно конкретно вот это видео кому-то будет полезно. До свидания.